Приветствую, друзья! О наушниках компании Hailu не просто можно, о них нужно говорить. Причем, чем подробнее, тем лучше. Сегодня я предлагаю рассмотреть уже довольно нашумевшую модель Hailu W1, в достоинствах которой до 7 часов работы на одном заряде, наличие водозащиты, оси aptX и aptX Adaptive кодеков, а также гибридная реализация на одном динамике и двух фирменных арматурных излучателях Knowles. Внимательно их рассмотрим, снимем все необходимые измерения и, естественно, поговорим о звучании. Собственно, поехали. Приходят наушники в средней по габаритам картонной коробки с изображением модели и списком ее основных достоинств. Также нам обещают премиальное качество звука за счет двойного арматурного излучателя Knowles и aptX Adaptive кодека. В комплект нам положили, конечно же, инструкцию по эксплуатации, короткий Type-C кабель и набор синих силиконовых амбушюр разного размера. Кейс тут небольшой, пластиковый, из функциональных элементов здесь только 3 светодиода спереди и Type-C порт сзади. Места под полноразмерные амбушюры в нем нет, но из-за овальной формы звуковода они сюда и не подходят. Петля, на мой взгляд, средняя, да и вообще качество в полной мере соответствует их цене. Сами чашечки тоже выполнены из синего матового пластика с рожками, как у компании Apple. С внутренней их части расположено компенсационное отверстие для динамического драйвера и тот самый овальный звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной сеточкой. На внешней же их части, по заверениям компании, расположен микрофон шумоподавления, светодиод и основной разговорный микрофон, с качеством которого вы, конечно же, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочек. Слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников Hailu W1. Вот, собственно, так они записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управляются наушники посредством сенсорного слоя на внешней панели. Одно касание тут срабатывает как пауза, 2 переключают треки, а 3 вызывают голосовой ассистент. В смартфоне наушники определяются как аудио и цифровое устройство, но управляющего приложения для наушников Hailu я не нашел. QR-код из инструкции ведет на приложение Xiaomi, которое устанавливается, похоже, лишь на смартфоны Xiaomi. На форуме 4PDA, конечно, можно скачать адаптированную версию, но она наполовину на китайском. При установке в ухо хруста мембраны нет, в паузах у меня абсолютная тишина, имеется водозащита по стандарту IPX4, а оси aptX и действительно aptX Adaptive кодеки, да и качеству сигнала особо вопросов нет. Бывают, конечно, кратковременные обрывы связи, причем даже дома, но крайне редко, буквально на полсекунды. В другие минусы отнесем все ту же невозможность регулировки громкости непосредственно с наушников. Работают же они на одном заряде до 7 часов, но это на 50% громкости. Однако запаса тут не то, что прям очень много, а значит слушать вы их будете примерно на 70%. Следовательно, в реальной работе рассчитывать можно примерно на 6 часов работы на одном заряде. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный по длине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют примерно 80 и 98 миллисекунд с небольшими возмущениями в области низких и высоких частот. АЧХ же дает заметный подъем в области низких частот на 12 дБ, умеренно ровную нижнюю середину, двойной пик на 2,8 и 4,5 кГц и усиление общей резкости за счет акцентирования 8 кГц. Баланс, как видите, выдержан с небольшим смещением в светлую сторону. В плане звучания Hailu W1 имеют весьма неплохой по своей глубине и текстуре бас, отличную выразительность и детализацию на средних частотах и хорошо так подсвеченные верха. Впрочем, ничего странного здесь и нет, поскольку кодек позволяет, а 2 арматурных излучателя могут выжать прекрасные атаки, проработку и разделение. В качестве минуса хочется отметить слишком уж резкий переход от баса к середине, заметно скрывающий от нас ритмическую секцию в гитарной и танцевальной электронной музыке. Звук, конечно, качает, но бас и верха как бы разделяют его на 2 составляющие. Хотя так звук кажется даже чище и резче на джазе, техно и разнообразной акустической музыке. Любые быстрые жанры
как вы, наверное, догадались, также не составляют для W1 никаких проблем. Наушники способны отрисовать что угодно и как угодно. Однако на деле не все так радужно. Модель, конечно, очень здорово звучит, как для своих $40, но против таких мастодонтов, как One More, TVS ANC, не выдерживает вообще никакой критики. Рядом с ними Halo просто тотально проще. Примерно то же самое можно сказать и при сравнении с KZ VX10. Там все, конечно, не так круто, но тоже очень серьезно. Разве что против BGVP Z01 герой обзора способны хоть что-то противопоставить. Да и то, последние более мясистые и кочевые, хотя и чуть медленнее по атакам. То есть тут лучше ориентироваться стилистически. Для гитарной музыки Halo проигрывает в мясе и драйве, слишком уж мало жирка на фоне довольно глубокого баса и яркой техничной верхней половины спектра. А вот какая-нибудь акустическая музыка покажется словно созданной для данных наушников, со всеми отзвуками, шлейфами и тембральной проработкой. В общем, звучат Halo W1 довольно чисто, местами даже резко, отчего рекомендую не использовать их с какими-то низкокачественными записями. Можно нарваться на прямо вот раздражающие свистящие звуки. Подобное происходит, конечно, редко, но все-таки случается. Ну и в плане критики излучатели Note сюда поставили, похоже, самые дешевые. Звучит все достаточно приятно, но там, где динамик сменяется арматурными драйверами, звук становится намного тоньше. То есть на поверку мы имеем ту самую разнородность, свойственную почти всем недорогим гибридам. Впрочем, это я уже, наверное, придираюсь. Для своей цены Halo W1 звучат очень неплохо. Намного лучше того, что я слышал в прошлых моделях от этого же производителя. Далеко не идеал, но прогресс, как говорится, налицо. Итогом, беспроводные ТВС-наушники Halo W1 меня лично порадовали довольно внушительным временем автономной работы, удобной посадкой, наличием водозащиты, фирменных арматурных излучателей Knowles и поддержкой AAC, aptX и aptX Adaptive кодеков. В минусы вынесу хорошие, но местами грязные замеры, по факту отсутствующее приложение и отсутствие регулировки громкости с наушников. По звучанию же для всяких тяжелых жанров или академической музыки я бы выбрал, наверное, что-то другое. А вот для клубного джаза, блюза, хип-хопа, танцевальной не очень электроники, разнообразных хитов радиостанции, вот самое оно. Нормальные недорогие наушники с уклоном в светлую сторону и в меру жирным таким густым басом. Аудиофила можно, конечно же, не беспокоиться, а вот меломаны останутся довольны. А на этом у меня все. Это были беспроводные наушники Halo W1. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.